Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 января 2018 года. Вот решил сходить в лес за лапником, курам да козам, нарвать веточек пихты. Сегодня погода такая замечательная. Сегодня такая была легкая изморозь, прямо еле заметная. И в то же время такой небольшой морозец. Сейчас на улице где-то минус 15, где-то минус 10 примерно. Сейчас точно не смотрел, но по ощущениям примерно так. И вот эта изморозь совместно с морозом произвела такую красоту. Сейчас, конечно же, я вам покажу немножко. Наверное, это будет, скорее всего, интересно тем, у кого нет морозов на данный момент. Может, у кого-то нет снега. Особенно те, кто живет в южных странах или в южных регионах. Поэтому, может быть, вам будет интересно. Посмотрите, какая у нас замечательная сегодня погода. Зимняя. Конечно, воздух вам не передам. Но такой морозный, легкий морозный воздух. И так легко дышится. Вообще здорово. Не знаю, даже у меня слов нет. Ну, сейчас, если вы хотите со мной прогуляться до леса, то присоединяйтесь, пойдемте вместе со мной. Ну, а если вы не хотите прогуляться, можете пропустить это видео. Или просто отключиться. Ну, а те, кто желает, пойдемте. Я покажу вам красивые места. В принципе, какие красивые места. Я уже нахожусь в красивом месте. Ну, что-то я много говорю. Давайте лучше приступим к делу. Посмотрим.
Снегу, конечно, уже стало больше. По колено. Проваливаюсь я уже по колено. Навалило, конечно, уже. Вот сейчас иду в лесочек в этот. Хочу нарвать немного лапника. Зимой вообще его хорошо козам давать. И курам тоже. Сам такой кладезь витаминов. Вот она, пихтушка. Пихтушка. Под тяжестью снега ветки наклонились так низко. А вот тут стоят молодые осинки. Ничего, скоро весна, снова все зацветет, зарастет, начнет все расти и цвести. Немножко наломаем, потому что много. Пусть сначала это съедят, потом еще наломаем. Так, проберемся сейчас сквозь эти воротики из веточек. Ну, какая красота. Зимой вообще, конечно, в лесу красиво. Мне нравится гулять зимой по лесу. Еще бы лыжи надо, только лыж нету пока. Вот она полянка, где мы летом здесь козочек пасем. Сейчас здесь вот так вот все в снегу, и все, можно сказать, спит. Пока все спит. Курочки тоже клюют веточки эти. И козы тоже едят их. Не знаю, свиньи едят, нет. Свиньям я еще не давал. Попробуем. Запах, конечно, вообще отличный. Потому что... Ой. А еще... Вот такими вот пихтовыми веточками мы паримся в бане. Ну, не всегда, конечно, но иногда. Очень здорово, такой сразу запах хвойный по всей бане распространяется, когда берешь веничек такой, завариваешь его в горячую воду, и потом запах пихты по всей моечной так распространяется. Вообще здорово. Поэтому попробуйте, если вы не пробовали. Взять небольшую веточку, 2-3, сломать. Именно пихты, не елки, а пихты. Пихта она более мягкая. И заварить в бане. И вы услышите, увидите, какой замечательный запах распространяется в бане или в парилке.
Ну, думаю, веничка хватит. Сидят, еще сходим, засобираем. Сегодня у нас уже девочки все старшие ушли в школу. Остались только маленькие дома с нами. Уже съездили в город по делам. Ну вот сейчас приехали и решил я сходить в лес, наломать веточек. О, такая красота, что ходить не хочется из леса. Еще бы погулять. Здорово здесь, конечно. Наверное, южные страны или, может быть, южные регионы скучают по снегу. А у нас его навалом. Ну, мы не представляем, вот многие в комментариях пишут, особенно вот под Новый год, вот Рождество было, многие из вас писали, что у вас нет снега, у вас там дожди идут в январе. Вы знаете, друзья, мы даже не представляем, как это в январь и без снега. Для нас это в диковинку. Хотя однажды, вроде позапрошлый год или 2 года назад, сейчас точно не помню, у нас в декабре снег уже был, но в то же время лил дождь. Хороший дождь лил в то время. Но после дождя была очень сильная гололедица. Замерзло, потому что все так. Но это был, на моей памяти, это был один раз вроде. Может быть, это еще было раньше, но я не помню, чтобы раньше такое было. В основном в январе у нас уже лежит снег. Ну, сантиметров 40 это минимум снега у нас лежит. Это Средний Урал, Пермский край. И погода такая уже морозная. Ну, чувствуется, знаете, вот когда говоришь слово январь, уже ассоциация это мороз и снег. Ну вот скоро впереди уже крещение Господне будет. Ну вот по как сказать, по приметам, обычно на крещении бывают сильные морозы. Ну хотя, знаете, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Не мы управляем погодой, не мы управляем стихией, поэтому возможно и морозы, а возможно и не будет морозов вообще. Может быть, будет просто теплая погода. А вот такая вот погода, вот самый раз, вот, вообще вот градусов 15-18 зимой, вот лично для меня, это как бы мои ощущения. Вообще замечательная погода, не сильно холодно и не сильно тепло. И главное, не тает снег, потому что если начнет таять снег, это будет опять слякоть, это будет грязь. И это, конечно, с одной стороны хорошо, когда тепло, меньше уходит дров на отопление, а с другой стороны не хочется грязи. Честно, друзья, скажу, грязи и слякоти нам не хочется. Лучше уж вот пусть вот такая погода будет, градусов 18, 20, ну 15, так вот, это нормальная погода. Ну что, пойдем дальше. Сейчас немножко пройдусь повыше. Ну вот, сломал я такой вот веничек небольшой. Не перестаю я восхищаться красотой зимнего леса. Да вообще, наверное, как вы уже поняли, что много роликов у меня есть, где я нахожусь в лесу, где-то на природе гуляю. Наверное, многие поняли, что я человек лесной, я люблю лес. Где тишина, покой и красота. Хотя я не охотник. Кто-то спрашивал из комментариев, охотник ли ты? Нет, друзья, я не охотник. Я не люблю охотиться на животных. У нас дома животных хватает на подворье. И вот дома мы охотимся на них в свое время. Вот такие вот дела. Вот еще дошел до одной пихты. Еще, наверное, веточку сломаю. Сейчас за веточку дерну, и снег сюда пойдет. Нет, не хватает сил. Вау! Ой, завалило. Вот. Ешь, Милка.
Поправляйся. Витаминки тебе. Вот, жует, нажевывает. Пихтушку нажевывает, да, мило? Че, Зита, тоже унюхала? Пихту хочешь? Попробуй. Может, понравится. Все, Милка наворачивает вкусняшку, да, Мила? Так, сейчас я еще курочкам дам веточку. Ну, курочки ее не так едят, как другие. Куда пошла-то? Иди давай, куда? Кш-кш-кш-кш. Куда? Давай, 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 давай. Опять куда-то убегает. На тебе нам тоже. Все, ключи давайте. Комбикорм еще есть у вас. Все. Нормально. Куда пошла-то? Сиди давай там. Ешь, мило, ешь. О, даже поросята едят. Вот, замечательно, молодцы. Зита. Давайте еще больше веточку. Нате. Итак, друзья, поросята тоже едят пихту. Я, конечно, этого не знал, но сейчас увидел, что они ее едят. Я думаю, плохо им от этого не будет. От такого кладезя витаминов. Смотрите, наворачивают. Да, Зита с Гитой. Ешьте, ешьте, давайте. Так что, друзья, если у вас есть животные, козы, даже поросята, можете смело давать ветки пихты. Они будут есть. Курочки тоже едят, но они не так охотно едят, но едят. Тем не менее, мы все равно стараемся ложить веточки им пихты, потому что, как никогда, зимой нужны витамины животным, чтобы они, в свою очередь, отдавали нам своей продукцией: молоко, мясо, яйцо, ну и так далее. Вот такие дела. Сейчас пойду еще туда, в тот птичник схожу, там еще положу веточек. Ну что, друзья, на этом я свой небольшой сюжет заканчиваю. Сходил я в лес, не перебивай меня. Ну и пойду сейчас домой, животным раздал веточки. Они их лопают, так сказать. Джок, ну, скажи всем всего доброго, скажи. Скажи, ну говори давай. Молодец, молодец. Все, Джок с вами попрощался. Ну, я тоже буду прощаться, поэтому, друзья, берегите себя, своих близких. Пойду сейчас домой. Собираем еще яички понемножку. Ну все, всего доброго. До следующих встреч в следующем видео. До свидания.